Всем привет, друзья! Дима, Даниэль, Скалска, Болгария. 4 июля, утро, вторник, поют птички, 8:15 утра. Да, друзья, вы знаете, какой кайф посидеть с утра в полной тишине, в селе, на улице, попить кофе, подумать о прекрасном, поговорить с вами и обсудить наши насущные проблемы, которые... Насущные проблемы всегда есть. Послушать птичек, помазаться мазилкой от комаров, чтобы они не кусали. Друзья, практически каждый день мне пишут и звонят подписчики, которые на самом деле не очень понимают, что такое статус обеспеченный пенсионер, на каком основании граждане из, ну, в моем случае из Израиля, люди, которые перед пенсионным возрастом или с пенсионным возрастом, могут переехать и получить визу D, в дальнейшем ВНЖ в Болгарии. Ну, по этому поводу очень много где-то пишут. В Фейсбуке пишут разное, пишут непонятно, и у людей складываются не очень правильные понимания. Некоторые думают, что если они в Болгарии купят недвижимость, они получат вид на жительство, визу D. Нет, абсолютно неправильно. Неважно, что вы купите в Болгарии, дом, апартаменты, участок, вы не имеете права на проживание постоянное в этой стране. Точнее, для израильтян и для многих жителей других стран приехать в Болгарию без визы – это нормально. Что значит без визы? В этих странах, во многих странах вы можете безвизово находиться до 90 дней абсолютно законно. Естественно, без права на какую-то работу, если вы въехали как турист. Если вы въезжаете по другому статусу, по рабочей визе, по студенческой визе или еще по какому-то другому варианту, да, вы можете работать. Но 90 дней у вас есть спокойного проживания в этой стране, вам не нужно никаких оформлений, вам ничего не нужно. Берете билет, приезжаете и живите. После 90 дней ваше нахождение в этой стране становится незаконным. Ну, что значит незаконным? Вас никто не посадит в тюрьму, вас никто не накажет, но вы можете попасть в такую ситуацию, что просто вас потом не пустят. Или получите штраф, если вы захотите приехать. Не знаю точно, но знаю точно, что можете находиться здесь 90 дней, потом выехать на 90 дней. Не путайте, пожалуйста, что вы не можете выехать на 2 дня в Румынию или в Турцию и потом въехать снова и продлить ваше время проживания. Нет, нет и нет. Неправильно. Теперь, повторюсь, покупка недвижимости, открытие фирмы в Болгарии иностранцам, израильтянинам или еще из другой страны не дает вам права на визу D и дальнейшее получение ВНЖ. Вы можете прекрасно открыть фирму в Болгарии, не будучи без визы D. Фирма у вас будет либо действующая, на эту фирму вы сможете купить землю, но статус проживания вы не получите. Вы все равно обязаны выезжать после 90 дней, ждать 90 дней и снова въехать на 90 дней, что суммарно получается 180 дней в году. Если вас это устраивает по вашему статусу, вам абсолютно не нужно оформлять никаких виза D и в дальнейшем ВНЖ. Но здесь у каждого уже свой случай. Теперь, если вы не достигли пенсионного возраста, у вас нет пенсии по инвалидности, вы не студент, у вас нет торгового представительства, вы также не получите визу D и ВНЖ. Это должно быть очень и очень понятно. Не путайте, пожалуйста. Если вы пенсионер в Израиле, получаете пенсию, но не оформили визу D, вы в Израиле после определенного количества дней автоматически лишаетесь ваших пенсий и пособий. Тоже очень важно это понимать. По-моему, если я не ошибаюсь, для пенсионеров это 72 дня ненахождения в Израиле, в стране, и после этого вас этого просто лишат. Но если вы оформили визу D,
вы можете проживать в Болгарии столько времени, сколько вы хотите после того, как при получении визы D вы в течение 6 месяцев обратитесь в миграцию в Болгарию и подадите на вид на жительство. В тот момент, когда после получения визы D вы подали в миграцию вид на жительство, у вас есть год спокойного проживания в Болгарии. Ровно год. После этого вам снова нужно будет продлевать ВНЖ. Соответственно, все это связано с расходами. Не путайте, виза D и вид на жительство – это разные вещи. Виза D дает вам право прожить в Болгарии 6 месяцев. После этого ваша виза D, она закончится. И если вы к тому моменту не подали на ВНЖ в миграционных службах Болгарии, вы теряете визу D, и вам нужно будет снова ее оформлять. Абсолютно не надо это путать. Это очень важно, друзья. Это очень и очень важно. В этом и заключается статус. Это можно назвать обеспеченный пенсионер, потому что у Болгарии со многими странами существует конвекция, в которой это Португалия, это еще некоторые страны, я не знаю какие, меня, честно говоря, это не интересует абсолютно, потому что мы говорим сейчас о Болгарии. Исключительно о Болгарии мы разговариваем. Теперь, если вы пенсионер, ваша супруга не пенсионного возраста, то происходит следующая процедура. Сначала визу D вы оформляете на себя как пенсионер, получающий постоянное пенсионное пособие в государстве Израиль или в других странах. Это может быть: первое – пособие по старости, второе – пособие по инвалидности, третье – заработанная годами пенсия. Все это должно быть на постоянной основе. Если у человека, не дай бог, есть временная инвалидность, вы не получите визу D. Это не дает вам статус, потому что любое временное может потом либо отмениться, либо стать постоянным. Если это станет постоянным, да, вы можете получить визу D. После этого вы можете присоединить вашу супругу, члена семьи. Точнее, это просто будет две процедуры. Первая процедура – получение вами этого статуса. Вы получили этот статус, и тут же вы делаете статус воссоединения вашей супруги к вам. Просто это две процедуры, которые одна идет за другим. Эти процедуры недостаточно сложные. Кто-то хочет их делать сам, кто-то это делает через посредников, помогателей. Убедительно не рекомендую здесь пользоваться услугами официальных адвокатов в Израиле. Ребята, это очень и очень дорого. Это вы отдадите просто лишние деньги. Не слушайте никого. Не пользуйтесь адвокатами. Адвокат для оформления документов на визу D абсолютно не нужен. Он просто возьмет с вас лишние деньги, большие. Потом вы поймете, что отдадите их зря. Важно, важно, важно. Пути прохождения этой процедуры я уже не один и не два раза рассказывал в своих прошлых видео, как это делается. Опять же, вы можете сделать все это сами, это просто и это непросто. Вам кажется, что просто, делайте. Здесь любая ошибка в документах, любая задержка в сроках просто ваши действия будут просто зря. Да, друзья, еще надо учитывать, что очень важен размер вашей пенсии в стране вашего проживания, потому что в Болгарии за год уже, по-моему, 2 раза была индексация болгарских пенсий. Они увеличиваются, их государство увеличивается. Соответственно, если у человека, к примеру, в Израиле есть, давайте так скажем, пенсия по инвалидности, которая дает, предположим, $200, это значит 400 лев, вам просто не хватит, мало. Сегодня с 1 июля в Болгарии минимальный размер болгарской пенсии составляет, по-моему, 532 болгарских лева. Это только недавно изменились. Значит, ваша пенсия, сумма на вашем счету
при подаче на визу D должна равняться, сейчас я могу здесь немножко ошибиться. Кто-то говорит 6 месяцев, 6 раз, 6 минимальных пенсий или 12 минимальных пенсий. Когда мы продлевали ВНЖ, вот недавно, мы клали на счет 12 болгарских пенсий для продления меня по статусу пенсионер-инвалид и супруги по статусу воссоединения. Я кладу на счет 12 минимальных болгарских пенсий, а на счет супруги мы кладем 12 минимальных болгарских зарплат. Ребята, стоит учитывать, что эта сумма, вы ее не теряете. Конечно, она большая. Сейчас она нам составляла при подаче где-то порядка 15 тысяч болгарских лев, 7,5 тысяч евро. А если бы мы подавали в июле, она бы увеличилась где-то процентов на 13. Но, ребята, это сумма, которую вы положили на счет, взяли справку, что эти деньги у вас в наличии на болгарском счету, взяли справку и все. После взятия справки вы эти деньги можно прекрасно снять, перевести и оставить на своем болгарском счету 0 денег. Поэтому здесь пугаться не нужно. Да, просто на тот момент, когда вы подаетесь, эта сумма должна у вас быть. Вы ее не теряете, важно. Это не кредит или еще что-то. Она не должна лежать у вас на счету. Не путайте здесь, вы за это не платите. Поэтому статусы получения обеспеченного пенсионера я уже сказал. Вы должны иметь пенсию на постоянной основе, пенсия по инвалидности, пенсия по старости, пособие по старости. Нет, торговое представительство здесь не учитывается, это абсолютно другой критерий, абсолютно другая процедура. Да, люди, которые не достигли пенсионного возраста, могут подать на торговое представительство. Я прекрасно знаю таких людей. У них это работает. Единственное, что стоимость такой подачи, она достаточно дорога. Если я не ошибаюсь, могу ошибаться, вот последний раз кто-то заплатил за оформление торгового представительства в районе 4000 евро. Дорого? Конечно, дорого. Но в этот момент вы можете, не будучи пенсионером в возрасте хоть 30, хоть 62, хоть 54, также получить визу D на основании торгового представительства и в последующем ВНЖ. Просто другие деньги, другие суммы. Здесь уже все финансово по вашему карману. Теперь, что происходит, например, с гражданами других стран, то, что я читаю, да, для россиян на сегодняшний день стало намного сложнее, потому что курс рубля и евро, рубль слабеет, и, соответственно, многим россиянам сейчас отказывают в продлении ВНЖ, потому что они по ошибке кладут на счет меньшие суммы и, естественно, получают отказ. И тут не то, что что-то завязано на политике, хотя наверняка здесь есть политические нюансы с российскими гражданами, но мы в это не упираемся. Сейчас нам очень важно, чтобы все поняли: обеспеченный пенсионер. Вы пенсионер, вы оформили визу D и начали оформлять процедуру ВНЖ. С этого момента, господа, в Израиле вы будете получать свои заработанные пенсии. Вас никто ничего не лишит. Вам не нужно переводить свои пенсии на болгарские счета. Вы можете спокойно, абсолютно спокойно жить в Болгарии, получать пенсию 28 числа в государстве Израиль, либо переводить со счета на счет. Я лично ничего не перевожу, ничего не делал, я просто в Болгарии пользуюсь своей израильской карточкой. Я пользуюсь ей в магазинах, я снимаю деньги прекрасно с банкоматов, я покупаю электротовары, я плачу за стройматериалы израильскими карточками. Все просто, ребята, не усложняйте. Когда вы получили визу D на основании статуса обеспеченный пенсионер, может, это звучит не так, но неважно, что вам нужно сделать. В принципе,
в государстве Израиль это уже все прекрасно видят в организациях. Что сделал я? Я получил статус, по-моему, подождите, да, лично я получил статус в июне прошлого года. М, Визу Д получил раньше, потом статус миграции, все. Пошла процедура ВНЖ. Я приехал в Израиль, зашел в Битуах Леуми, Министерство национального страхования в Ашкелоне, подошел к сотруднице и сказал: здравствуйте. Я переехал, я сейчас большее количество своего времени проживаю в Болгарии. Скажите мне, пожалуйста, не лишат ли меня моей израильской пенсии по инвалидности? Она взяла мой заграничный паспорт, что-то посмотрела в компьютере, сказала: нет, все нормально. Вас никто ничего не лишит, вы ничего не должны делать. Единственное, что если вы не приехали в Израиль за год, вы просто обязаны раз в год подтвердить то, что вы живы в посольстве той страны, в которой вы живете. Значит, у нас, соответственно, это София. Значит, если я год не приеду в Израиль, я должен приехать в Софию, зайти в израильское посольство, сказать: здравствуйте, я жив, все в порядке. В нашем случае мне такие вещи делать не нужно, потому что где-то раз в 3 месяца я приезжаю все равно в Израиль на короткое количество времени решать свои жизненные и медицинские какие-то проблемы. По поводу лишения прав медицинской кассы. Здесь, друзья мои, так как я получаю пенсию по инвалидности, а вы получаете пенсию по каким-то другим статусам, с вас идут некоторые высчеты. И я пока не видел людей, которых лишили медицинской страховки из-за того, что они не проживают больше полугода в Израиле. Я не видел таких людей, знаю таких людей очень много, которые просто живут уже здесь 1,5 года, 3 года. Их не лишили медицинской кассы. Но здесь, ребята, нужно все четко уяснять и не верить всяким писакам, диванным комментаторам, которые, живя в Израиле, знают о Болгарии больше, чем я и вы, и пишут ненужные вещи, которые, в общем-то, вносят смуту в ваши головы. Поэтому проверяйте, пожалуйста, лично сами и слушайте тех людей, которые уже весь этот путь прошли и живут очень долго за границей, на основании того, что есть договоренности с теми странами, где они живут. Все, ребят, просто не, не слушайте, потому что иногда вы зайдете в Битуах Леуми в Израиле, вам какой-то клерк скажет какую-то вещь, я не раз это уже слышал, абсолютно, и это будет у вас смута в голове, и вы начнете нервничать и пугаться. Не нужно. Слушайте блогеров, тех, кто уже это прошел и живет здесь на постоянной основе. Ребята, лишняя информация неправильная, она зло, она как враг, она вносит смуты в вашу голову. Поэтому смотрите мои видео. Если у вас есть вопросы, вы всегда можете написать мне, точнее не писать, всегда есть телефон, который я выкладываю в открытом доступе, это WhatsApp. Вы можете написать, и вы можете позвонить. Убедительная просьба, только не пишите мне ваши телефоны, и чтобы я вам звонил. Я вам звонить не буду, потому что это нужно вам. Деньги за консультации я не беру ни копейки и всегда найду время вам это объяснить. Но, пожалуйста, все-таки смотрите видео до конца и не задавайте вопросы, те, которые уже не раз я рассказывал. Я все равно для вас, мои дорогие подписчики, даю вам ту информацию ежедневно и те изменения, которые происходят в Болгарии. Пока что никаких изменений нет. И то, что Болгария войдет в Шенген в 2024 году, в чем на самом деле все глубоко сомневаются. Вот когда она войдет в Шенген, ребят, когда молоточек Евросоюза стукнет и скажет: все, Болгария в Шенгене, вот тогда мы будем думать, какие новые правила и нововведения будут. По поводу того, что если Болгария войдет в Шенген и всех будут лишать статусов, ребята, давайте говорить так, мы живем в цивилизованном мире. Очень много что должно произойти, чтобы такое произошло. По мне, так скорее Евросоюз распадется, чем нас лишат виз Д. Насчет торгового представительства в будущем, когда Болгария войдет в Шенген, не знаю.
нет информации никакой абсолютно, поэтому мы просто будем ждать и наблюдать. Новости, главное, слухам не верить, пожалуйста. Просто быть на позитиве и делать те действия, которые вы хотите. Если вам до пенсии еще где-то года 3-4, то сейчас не нужно дергаться с узнаванием визы Д и ВНЖ. Подождите, когда у вас срок приближения хотя бы будет 1,5 года. Вот тогда уже можно, так сказать, начинать движение по оформлению вот этих статусов. Но если вы хотите заранее, если вы готовы финансово, у вас есть деньги купить недвижимость, и вы все-таки решили, сказали себе, все, хватит Израиль, 57 лет у меня есть достаточно средств безбедно жить в Болгарии, оформляйте торговое представительство. Я дам вам контакты, полные гарантии того, что вам это сделают, потому что путь пройден не одним человеком, и здесь я смогу спокойно рекомендовать правильных, порядочных, честных людей, которые вам оформят вам торговое представительство, вам воссоединят вашу семью и сделают это честно, под полные мои здесь уже гарантии. Так что это тоже возможно. Если вам 50 лет, вы работаете удаленно, у вас хороший доход, и с вашей удаленки в Израиле вам жить тяжело, то, заработав на удаленке в Болгарии, оформив торговое представительство, можете жить здесь намного лучше и безбеднее, так скажем. Вот здесь статус торгового представительства очень хорош. Также прекрасен статус студенческой визы. Люди тоже это рассматривают, но я пока что с этим не сталкивался. Поэтому вот такая информация сегодня на 4 июля 2023 год. То, что важные новости, это то, что минимальная сумма болгарских пенсий и, соответственно, болгарских зарплат, она увеличилась на 12%. Значит, при подаче на визу Д вам нужно будет уже класть на вас банковский счет в Болгарии чуть больше денег. Все просто, друзья. Хубавден, шеелихам йом наим, and have you nice day, my friends. Ciao, ciao.